Ребята, всем привет, мы снова с вами. Сегодня я одна, Димы нету. Дима у нас сегодня во вторую смену работает. Я один, мне скучно. Я решила поехать в магазин, закупиться, посмотреть цены. Беру вас с собой, посмотреть, какие есть ангиботы. Ну, а потом, конечно, что-нибудь с вами приготовим. Такая у меня идея сегодня возникла приготовить пирожные персики. С нашего детства, да, в кулинарии покупали. Ну, поехали сначала в магазин, а потом уже приедем, будем готовить. Так, ну все, ребятки, я закупилась. Так долго, утомительно. Я одна сегодня. Целую корзину набрала. Сегодня было очень много хороших скидок. Сейчас я вам все покажу, расскажу. По ценам я не сильно замечаю, что у нас что-то так сильно подорожало. Только единственное, я могу заметить, это по мясу. Да, мясо сильно дорогое. У нас в Германии. А вот в России же, да, с 1 января и в Казахстане НДС им подняли 22%. Я вчера разговаривала с папой со своим. Мои родители в Казахстане живут, в Павлодаре. Я говорю, что там у вас с ценами? Папа говорит, ну это просто катастрофа. Папа говорит, у нас и так цены переписывали каждую неделю. А с 1 января так вообще так взлетели. У нас тоже подорожали цены, но я не так это сильно замечаю. А вот единственное, что я могу заметить, это по мясу. А так скидок сегодня было очень много. И в принципе их всегда. Каждую неделю на какой-то определенный товар всегда есть скидка. Вот еще и на улице, видите, как темно. Под вечер не могла сегодня парковку себе найти. Далеко припарковалась. Ну ничего, сейчас мы будем закладываться. Димы нету, но у меня пацаны дома. Сейчас я им позвоню. И они маму встретят. В общем, сумки они у меня сейчас заберут. Сейчас вот хотела показать, что на этой неделе в Кауфланде, какие скидки. Сейчас я машину открою. Так, вот этот сыр был 2,22 в ангиботе. Масло это не масло, а молоко. Тоже, да, Ландлибе, 1,5 литра. Ойра 79 в ангиботе было. Вот Мюллер-Миль тоже 69 центов был в ангиботе. Айран был 88 центов. Тоже в ангиботе. Так, сникерсы, твиксы тоже были 2,22. Кола, фанта. В общем, сегодня, в принципе, было очень много ангиботов за всю мою закупочку. Я дала 163 евро. Купила курагу. Сейчас зима, да, у нас организму витамин не хватает. Я каждую зиму покупаю курагу. Потом я беру всегда грецкий орех. И где-то у меня здесь еще есть финики. Я покупаю по пачке. Ложу в машину Диме и себе ложу. И то есть, когда едем с работы, я всегда 2 кураги, 2 финика, 2 орешка. Потому что уже когда домой приходишь, уже там ты кофе начинаешь пить или там чай пить. Поэтому я всегда это делаю в машину, кладу Диме, себе. Вот мы уже по 3-му кругу. Уже мы съели, вот сейчас новые взяла. Что там еще сегодня? Пицца была в ангиботе, детям я взяла. Вот такое они любят. Тоже, сколько она? Ойра 99, по-моему. Спагетти сегодня было в ангиботе, 1 ойра. Вот эти Максикин было 3 штуки, ойра 49 тоже. Вот этот паштет сегодня был 1 ойра. Сегодня, в принципе, все было в ангиботе. Что я так беру? Все сегодня было в ангиботе. Ну, сейчас я все запакую и поедем еще в один с вами магазин, а потом уже будем дома в тепле. Так, ну все, ребятки, приехали мы еще в один магазин. Фресснапф, да, для животных. Так смешно, я когда у нас не было дома питомца, я мимо этого магазина проезжала и думала, боже мой, бедный магазин, наверное, он скоро закроется, да, кто там вот что покупает, пока не купили себе кошку. Там такие очереди, и как я вот до этого сказала, что цены у нас немножко подорожали в Германии, да, но всегда есть скидки, и за счет этого, в принципе, нормально. Если сливочное масло в скидке, я всегда беру 5 пачек, там, в морозилку его или перетоплю его.
там молоко, ну, как бы скидки есть и, в принципе, сносно. Но вот только единственное, говорю, что мясо сильно подорожало. И вот сейчас я вам хочу показать цены на кошачью еду, потому что у меня такое ощущение, что еда для наших питомцев стоит дороже, чем сумку надо взять, чем для нас. Сейчас посмотрим. Пишите, у кого есть питомцы, чем они у вас питаются и как дорого все это стоит. Так, ребятки, прибыла я домой, не сняла я в магазине, потому что там было очень много людей. Все закупали для своих кошечек и для своих собачек, и мне было неловко включать камеру, и я не сняла. Но я вам сейчас покажу, что я там купила. В общем, цены нашей кошки были 9 лет. И я помню, эту баночку мы вот начинали. Киттен, она до сих пор, это хоть и для котят, но там очень много витаминов. Я и покупаю для... Кто пришел? Я и покупаю до сих пор еще для Киттен. В общем, когда 9 лет назад эта баночка стоила, вот я вот не помню, здравствуйте, здравствуйте, или 89, или 79 центов. Сейчас она стоит евро 49. Вот эта баночка, вот она любит. А вообще, ну, не сильно. Любит, но не сильно. Вообще, здравствуйте. Она любит вот такое у нас. Тунфиш с рисом. Сейчас я вот покажу. Короче, вот эта баночка евро 49, вот эта баночка евро 99. Люди стоят прямо с полными телегами. Представляете? Дорого. Кошачья еда. Вот этот паштет, маленькая баночка, 89 центов. Паштет. Потому что у нее не всегда хороший аппетит. Когда у нее хороший аппетит, я это вижу, я ей сразу даю такое. Это вот 100% этот фриш цутатен, да, то есть здесь нету никаких добавок. С отборной говядиной. Да, это чисто говядина. Так, а вот этот, который был для Киттен, там как мультифляш-коктейль. Кальп, хун, путы, короче, разные. Когда у нее хороший аппетит, я ей такие банки открываю, где чистое мясо. А когда я вижу, что она не хочет кушать, я уже ей открываю паштеты. Вот эти тоже от Анимонда, она тоже герно кушает. И вот эти Миамор тоже, вот фазан, да? Да, фазан. Она тоже их очень любит. Так, пишите в комментариях, какие у вас дома проживают питомцы. Собачки так вообще, наверное, дорого обходятся, да? А собачки еще, если маленькие, так они же часто болеют, с ними еще ж надо ездить в поликлинику. Мы нашей были только делаем прививки. И больше мы ничего не делаем. Ну, таблетку раз в полгода Дима ей дает, чтобы не было червячков, в общем. Потому что она у нас гулять ходит, она у нас гуляка великая. Так, Белби, что будешь кушать сегодня? Ну, это больше ей, чем на 1 неделю. Но это, наверное, ей на дней 10. Сейчас я покажу. Это вот ей где-то на 10 дней. Вот эти все баночки. А дала я за них 27 евро. Ну, в общем, такая закупка у нас сегодня получилась. Это в основном все для детей. Они мне вечно как понадают задания. Вот это все с протеином сейчас им надо. Вот что ваши дети кушают? Как дадут мне задание, я потом хожу это полдня в магазине, ищу, вот это им надо, что там было протеин, это что было протеин. Эти любят они у нас замороженные. Ну, конечно, это зимой мы покупаем ягоды, и они делают с овсянкой ягоды, молоко. И покупаю я им еще, хоть они у меня очень парни взрослые, вот такие бойтели я им покупаю, они тоже это любят. Я им даю на завтрак. 4 штучки здесь я заплатила 2,35. Вот эти пюрешки, да? Кирш, бананы, апфель und мюсли. Нормальная цена. В принципе, сегодня, говорю, и сыр вот этот был в Ангиботе, мороженое было тоже в Ангиботе 2,22. Кетчуп тоже был в Ангиботе. Говорят же, в Германии якобы с января подорожали яйца. А я что-то не обратила внимания, сколько стоят яйца. Напишите, я что-то купила, знала, что дома кончились, и я это... И вот я говорю, мясо. Для меня подорожали все как мясные продукты.
Ну ничего, пока я сейчас буду, тут у меня еще сумок этих миллион. Сейчас я буду все это дело разбирать, а пока я буду все это разбирать, вы давайте черкайте комментарии, пишите. Ну, Белла ждет, ну куда, господи, ну это же чудо, а не ребенок. Это же не чудо, а не ребенок. Белли кушать хочет, бедный ребенок. Скажи, камушки мне тут насыпали, да? Сейчас мы ее будем кормить. В общем, пока я буду сумки разбирать, вы пишите свои комментарии, сколько вы тратите на свою закупку, как вам цены сейчас. И очень мне будет, конечно, интересно, если напишут с России, с Казахстана, потому что наши цены мы знаем, наши зарплаты мы знаем, и как совокупность зарплату к ценам в магазинах, да. Нам будет очень интересно, если нам кто-то напишет с России, и другим людям, кто будет читать комментарии с Германии, нам всем будет интересно, так что пишите. Остаемся. Сейчас я разберу сумки, и будем мы с вами печь пирожные персики. Ну все, ребятки, разобрала я все наши сумки, утомилась, кофе себе налила. Чуть-чуть взбодриться. Сейчас мы будем с вами печь наши пирожные персики. Кто-то их называет печеньями. Как правильно? Для меня пирожные персики. Ну и пока сейчас мы приступим это делать тесто будем с вами. Я пока сумки разбирала, вспомнила, мы уже с вами за цены разговаривали. Ну что, на продукты, как бы, ну на все цены во всем мире, да. Все подорожало, жизнь стала дороже. Но именно как в Германии, в принципе, меня как цены устраивают. Но меня не устраивают цены на квартиры. В общем, мы живем... Это у нас квартира. Многие тоже спрашивали, вы в доме живете? Нет, мы живем не в доме. Это у нас квартира. Но она у нас как на Эргишосе, терраса. 70 квадратов у нас террасы. Весной будем с вами цветы садить. И мы на этаже живем одни. И получается, в нашем доме 7 квартир. Вот наша на Эргишосе, и там 3 этажа. 2 квартиры, 2 квартиры и 2 квартиры. Ну и вот буквально пару недель назад звонит моя приятельница ко мне, говорит: Таня, слушай, в вашем, говорит, доме продают квартиру. Что можешь о ней сказать? Я говорю, ну как, дом у нас теплый, дом у нас хороший. То есть то, что я знаю о нашем доме, я говорю, как 13 лет мы здесь живем. Все у нас как соседи дружные, зоненколлекторы стоят. Ну, все у нас как бы это. Она говорит, просто квартиру продают, и я вот интересуюсь. Ну и все, мы с ней поговорили, мне стало интересно. Она сказала, какую квартиру продаю, 2-комнатную. Мне стало интересно, я зашла в Имаскаут. Думаю, дай-ка посмотрю, потому что нашему-то сыну 20 лет, и думаю, в нашем подъезде, интересно, посмотрю. В общем, я зашла, 2-комнатная квартира, 60 квадратных метров, 360 тысяч. Это дому 13 лет, все равно это не Нойбау. 360 тысяч плюс парковочное место 12, это уже 372. Потом 5% маклер провизион. Потом, считайте, нотар костен, да, будет стоить 3,5%. И финанс-ам там тоже, по-моему, 5%. В общем, я посчитала, эта квартира будет стоить 400 тысяч евро. Может быть, немножко дороже. Я так сильно не это. 360 и парковочное место 12. Это уже... Какие деньги? 400 тысяч, 2-комнатная квартира. И вот так вот, если рассуждать, да, там же не сможет жить семья, допустим, там дети. То есть это для кого-то, для одного, или для молодой пары, или для одного парня. И вот этот, конечно, смысл меня возмущает, что очень сильно подорожал у нас и мобилен, и цены взлетели, ой-ой-ой. Напишите свои комментарии, что вы думаете, сколько стоит жилье сейчас, дорого это или недорого. Ну, в общем, мы с вами приступаем. Приступаем делать тесто на персики. Нам нужно 180 грамм сахара. Отправляем следом 2 яйца. Одно. Второе. Сейчас мы все это собьем. Так.
Сейчас мы это хорошенько... Тесто делается очень легко, быстро. Я, конечно, давно их не пекла. Они очень вкусные. Тесто делается быстренько. Все, взбили мы наших 2 яйца с сахаром. И мы добавляем сюда 70 грамм сливочного масла. Я уже его взвесила заранее. Так, теперь мы отправляем сюда 50 грамм сметаны. Сейчас мы весы включим. 50 грамм нам нужно сметаны. $60 получилось. Ну ладно, пускай мы оставим 60. Теперь мы отправляем сюда 300 грамм муки и 1 пачку разрыхлителя бакпульвер. Все, сейчас собьем наше тесто, посмотрим, какое оно у нас будет. Угу. Так, ну давайте посмотрим, надо будет добавлять еще муки или не надо. Димы нету сегодня, видите, мне некому помочь. Димон сегодня на 2-й смене у нас на работе. Я не буду больше добавлять муки. Меня все устраивает. Но я его сейчас отправлю на полчаса в холодильник. Вот так оно выглядит. И сейчас посмотрим через полчаса, когда мы его вытащим, когда оно охладится. Так, ну что, ребята, наше тесто постояло. Ну, больше получаса я его оставила в холодильнике. Оно хорошенько охладилось. И я уже вот накатала. К рукам оно не липло, но я все равно руки как бы смазала подсолнечным маслом чуть-чуть. И вот так вот я больше муку не использовала. Примерно я так взвешала каждый шарик. Так, что стоит? 35 грамм. Ну-ка, сейчас я посмотрю другие. Я так примерно 30-35. Так, сколько стоит? 35. А я хотела по 30. Ну-ка, следующий. Что тут у нас? 30. А, ну все 35. Я тоже говорю, что я их давно не пекла, и поэтому я... Так, мы сейчас вот когда выпекем, и мы увидим с вами, стоит их больше делать или наоборот меньше. То есть вот этот у нас с вами 35 грамм, да. И я вот так вот немножко в стаканчик их крутила, чтобы они как-то более-менее получались одинаковыми. Потому что мы же их потом с вами будем склеивать. В общем, они у меня сейчас отправляются в духовку. На 180 градусов я поставлю 20 минут, но я буду за ними наблюдать, потому что плитка у всех всегда разная. Это, да, каждый как ориентируется по-своему. Ну и пока тут мое тесто в холодильнике остывало, и я решила приготовить тесто на цоп. Предыдущее видео мы с вами пекли цоп. И я еще с таким этим, ой, много нам будет, и еще это угостим соседей. В общем, мы его слопали. Да, кстати, задавали вопрос, он не черствеет, он вообще не черствеет. Он, наверное, даже не успеет почерстветь, да, потому что он очень вкусный, с маслом. В общем, дети попили чай вечером. Артур, мама, мне зараз на работу положи. Милан, мама, мне зараз в школу положи. Дима, а мне на работу намажь. В общем, мы его съели практически сразу. И поэтому я думаю, пока я на кухне сегодня, вот как что я одна дома, Димы нету, думаю, сделаю еще тесто и спеку и угощу. Оно у меня поднимается. В тот раз я вам показывала, какое тесто. Вот, видите?
Я вот взяла, добавила в этот раз сразу изюм, и вот он чуть-чуть, конечно, у меня прорубился. Мы посмотрим, как это повлияет на вкус. Я в тот раз, когда в чашку уже складывала и добавила изюма. А сегодня я думаю, что-то оно будет медленно, думаю, крутиться. Ну-ка сразу добавлю. Ну, посмотрим. Так что сейчас мы отправляем наши персики в духовку на 20 минут. Вытащим, посмотрим их размеры и определимся, стоит нам больше делать или меньше. Так, ну все, ребята, 20 минут я их выпекала. Получились они у меня вот такие. Не знаю, сейчас будем с вами их намазывать и будем смотреть размер. Ну так вроде бы неплохо выглядит. Уже посмотрим, как будет по окончанию. Дадим им остыть. Так, ну что, ребята, процесс наш кипит. В общем, заплела я сейчас косу. Сегодня она у меня получилась покрасивее, не как в тот раз. Что-то я некрасивую заплела, сегодня получше. Ну и вот приступила я к нашим персикам. Так, что я хочу вам сказать. Мы их сделали по 35 грамм, да, мы тесто взвешивали. И мне показалось, что можно делать 40. В принципе, нормально. Смотрите, вот ложка я, оно как... серединку, да, нам надо выковырять. Снимается она очень легко. Вот так вот быстренько я ложечкой. Но мне кажется, что их можно было бы сделать побольше. Но и тем не менее, мы сейчас уже, когда положим орех и смажем им, тогда мы уже наверняка скажем. Так, ну что, ребята, дело у нас остается за малым. Выковырила я маленькие дырочки и заложила грецкий орех. В принципе, было очень легко ложкой. Они достаточно мягкие. И вот по такому большому кусочку грецкого ореха. Вот и наш цоп готовый. Сейчас мы будем цоп вытаскивать. И смазывать наши персики. Вытащила я цоп. Сегодня что-то он вообще у меня, посмотрите, как разошелся. На стакан молока, да, все то же самое делала, как и в тот раз, но мне что-то кажется, как будто бы он вообще поднялся сильно. Но мы будем с вами заниматься персиками. В общем, да, я говорю, что я очень давно не пекла пирожные, это или печенье, пирожный персик. Давно не пекла, и что-то я подзабыла. И я думала, что это будет муторно. Вообще не муторно, быстро. Тесто быстро приготовили, охладилось, накатала. Вот эти дырочки, говорю, очень легко вышли. Сейчас я их вот так вот сгущенкой смажу каждый. В принципе, если я кому-то напомнила про такое пирожное, и кто-то захочет повторить его, испечь дома к себе к чаю, пеките. Недолго. Я, в принципе, с ними быстренько разделалась. Так. Ну, давайте будем их склеивать. Так, вот я их склеила. Ну, в принципе, по размеру нормально. По размеру нормально. Сейчас я их вот так... Может быть, их немножко склеить и дать им заклеиться, да, а потом уже будем их соком покрывать. Ну да, я, наверное, им дам, чтобы они охладились. Ну все, охладила я наши персики. И теперь мы их будем обмазывать, да. У меня дома был морковный сок и свекольный. Кстати, хочу посоветовать, в ДМе 95 центов, пол-литра. Я вот вторую неделю пью. В общем, свекольный сок его, ну, как не рекомендуют пить отдельно, всегда его, чтобы с чем-то мешать. Вот я с морковным сейчас мешаю. Это так просто отступление, да, что сейчас такая погода, немножко организм надо поддержать. И я вот покупаю в ДМе такие соки 2-3 раза в неделю по одному стакану. Каждый день нельзя. И вот у меня это все дело было. И сейчас я начинаю. Ну, уже начала, один попробовала. Так, все, они очень хорошо склеились. Очень прям плотненько они. Так, морковный.
и бачок свекольного. И будем сейчас их вот так вот с сахаром обвалякивать. Как это слово? Так, ну, мне нравится. Выглядит красиво. Так. Ну, выходит неплохо. Сейчас, пока наш цопф остывает, я доделаю персики и хочу его разрезать, потому что он что-то сегодня такой большой получился. Разрежу его, посмотрю. Я же говорю, тот мы очень быстро слопали, а я что-то планировала еще угостить, и поэтому я этот сегодня испекла не для нас, а на угощение. Вот сейчас все доделаю, и Дима с работы придет. Грустненько мне сегодня без Димы. Мне вообще всегда грустненько, когда его дома нету. И я сегодня прям такая грустная. Спасибо, ребята, что вы проводите сегодня день со мною. Пишите свои комментарии. Очень интересно общаться с вами в комментариях. Ну и кто-то, да, тоже черпает, читает комментарии, пишет свои. И мы этим и учимся, да, что когда в тот раз я пекла цопф, одна подписчица посоветовала яйцом смазать цопф. Не люблю, я знаю, да, что смазывают яйцом, но я не люблю. Мне вот это, я даже когда эти самсу делаю, я яйцом не смазываю. Мне вот этот вкус не очень нравится, но опять же, это же дело вкуса. Один так делает, то есть кто-то посмотрел, как делаю я, кто-то почитал и делает по-другому. То есть такая взаимосвязь, да, у нас. Так, ну все, сейчас я до конца доделаю, разрежем цопф, быстренько все попробуем. Так, ребята, у нас с вами все готово. Вот такие чудесные, красивые персики у нас получились. Пробуем. Я его хочу разрезать. Ну да, в общем, мы делали по 35 грамм. Я сомневалась, что, может быть, их надо сделать больше. Нет. Мне кажется, вот так вот и надо оставлять вот в таком размере. Вот я разрезала. Вот так он в разрезе. Сейчас будем пробовать. Мягкие, вкусные. Очень вкусные. Если я кому-то напомнила этот рецепт, обязательно пеките. Было несложно, вкусно. А я буду ждать Диму с работы. И мы с ним будем пить чай. Вас я хочу поблагодарить за то, что вы сегодня мой день были со мной. Благодарю за комментарии, за подписки. До новых встреч, ребята. Цопф, кстати, наш остывает. Я его разрезала. Я же говорила, что это не для нас, а для угощения. Кто не видел видео с цопфом, рецепт, это было предыдущее видео. Смотрите, оставайтесь с нами. До новых встреч. Пока-пока.